И вот ты понимаешь, какой абсурд. Кто против кого воюет? Ты понимаешь, какой это абсурд просто вообще. Жаль людей, которые настолько зашорены и сердцем заморочены, что этого не понимают. Не понимают этого. У нас же у всех деды, прадеды, у многих даже родители переплетены. Русские, украинцы, я не знаю, как это вообще можно это делить, украинцы, русские, украинцы, мы все перемешаны. У меня в крови украинцы, русские и греки. Против кого я должна воевать? Когда меня спрашивают, кто ты по национальности, я говорю, знаете, как вам сказать? Вот в Византии не было национальностей, хотя там жили римляне, греки и другие народности. Там было такое, православный. Я тоже так, как в Византии, вам отвечу, что я православная, потому что в моей крови православные народы. У меня нет в роду каких-то иноверцев. Вся кровь, все народы православные, значит, и я православная. Как можно, вот если у меня в крови, да, православные греки, которые писали Екатерине II, писали, мы с вами братья во Христе, поэтому вот помогите нам, да, дайте нам земли, чтобы нас там эти турки не притесняли и не заставляли нас идти против веры своей, то есть там силой не убивали нас или не заставляли нас жениться на их, то есть на иноверцах, ну и все такое, да, чтобы сохранить веру православную. И русские, украинцы православные. И как можно православному воевать против православных? Так можно только под иудейским началом, для их насмешки. Самое ужасное, знаешь, что в этом самое ужасное? Я тебе сейчас скажу, что в этом самое-пресамое страшное. Если бы их, как раньше, этих солдат, обязанность такая была, да, воинская повинность, как раньше, так нет же, они убрали, они аннулировали все военкоматы, вот, и они сделали так, чтобы добровольцы, контрактники, то есть врагу надо, сатане, чтобы православные по доброй воле, по своей воле, хотя это нельзя назвать доброй, по своей воле шли и убивали брат брата, ты понимаешь, что ему надо? Если бы тебя силой гнали, еще было бы какое-то оправдание у человека, да, когда он умрет силой, а ему надо, чтобы, понимаешь, чтобы это было по воле, вот это ему, какая ему насмешка над православными, вот это ему радость, если можно так сказать. Понимаешь, все добровольно. Аннулировали налоговые вот эти службы, их все аннулировали. И по закону, теперь написано так в законе Российской Федерации, что налоговые взносы, они все добровольные, не обязательные, как раньше. И что получается, смотри, что люди все, которые в РФ, которые платят налоги, они их несут как добровольные взносы, то есть по своей воле платят налоги. А с этих налогов, смотри, они идут в казну, да, и с этих налогов, получается, выделяют средства на узаконенные аборты и на братоубийственную войну. И все люди, которые платят налоги, все люди, получаются, свои руки, они вот в этой крови, понимаешь, жертвоприношение убитых младенцев в чреве и в братоубийственной войне, они руки свои испачкивают, обогревают руки этой кровью, ты понимаешь? Ты понимаешь, что происходит? Именно потому, что враг сделал все добровольно, добровольные налоги, добровольная служба братоубийственная, понимаешь?
и все остальное добровольно. Все аннулировал официально, сделал все добровольно. Сделал, что Российская Федерация коммерческая организация. Это что значит? Это что там полиция, армия, все, налоговая, все коммерческая организация. Это что значит? Это значит торговля. Вот. То есть предлагают тебе услуги, и ты их покупаешь. А разве можно насильно заставить купить? Да? То есть это все добровольно. Ты понимаешь, что сделали эти иудеи с русским народом? Ты понимаешь, что это такое? Никто не будет иметь оправдания, когда согласился добровольно. Вот что нужно иудеям, у которых Бог это сатана. Вот, ты понимаешь, как это страшно.